Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о телефоне Sony XP 3800. Вот такой вот интересный аппарат. Раскладушка уже достаточно старый. Значит, технические характеристики вам зачитывать для экономии времени вам не буду. Вы сможете это все прочитать на экране. Фирма Sony считается одной из лучших компаний в мире защищенных телефонов. Надо напомнить о том, что один из ее телефонов был признан книгой рекордов Гиннесса как самый прочный телефон в мире. Значит, XP 3800 это раскладушка вот такого вот формата. Достаточно интересная моделька. Надо сразу сказать о том, что телефон работает на Android. В данном случае стоит Android 8.1.0. Но надо сказать, что Android этот очень урезанный. То есть тут нету никакого ни Google Play, ни каких-то гугловских сервисов и так далее. То есть все по минимуму. Как я говорил, телефон у нас защищен, поэтому с обратной стороны крышка у нас находится на винте. И имеется для зарядки батареи, еще можно подключить ее дополнительно к док-станции. Давайте вскроем, посмотрим. Значит, класс защиты IP68 данного телефона, армейский стандарт. И все, в принципе, практически надежно. Испытывать я, как могу сказать вам, не испытывал на самом деле. Не могу ничего сказать. То есть вот он у меня не падал. Просто так не падал. Но видно, что аппарат сделан с любовью и душой. Вот такая крышечка, видите. Соответственно, прокладочки имеются, которые защищают попадание от воды в батарейный отсек. Значит, батарейка у нас съемная, что очень радует. Вот. Две сим-карты и, соответственно, слот для флеш-карты. Все тут простенько, обычненько, ничего такого особенного. Очень хорошая автономность данного аппарата, но о нем мы немножко попозже поговорим. Но я говорю, что в связи с тем, что можно брать дополнительные батареи, 1, 2, 3. Стоимость, кстати, батарей совсем небольшая, поэтому там я видел в интернете, в зависимости от продавца, от 800 и до 2500, поэтому сами понимаете, что автономность можно увеличить практически в разы. То есть вот таким вот образом закрываем. Можно копеечкой, ну, у меня тут отвертка под рукой, поэтому сделаем как положено. Не забываем о том, что когда мы закручиваем такие вот винты на таких вот подобных телефонов, не переусердствуйте, потому что если сорвете резьбу, то будет достаточно печально это все ремонтировать. Дальше на телефоне имеется одна только камера, фотоспышка, экранчик, ну, назовем его скрин-экраном. Здесь у нас получается экран не тачскрин, то есть на него нажимать смысла нет, управляется все кнопочками. С этой стороны есть функциональная кнопка PTT, так называемая, клавиши громкости. С этой стороны мы имеем гнездо зарядки Type-C. И подключение наушников. Наушники стандартные 3,5. Все работает, все исправно, никаких нареканий в этом плане нет. Значит, давайте теперь посмотрим, что имеется внутри. То есть включение у нас происходит одной клавишей. Можно настраивать, ну, как и во многих телефонах, рабочий экран, то есть картинку какую-то поставить. Можно делать настройки мелодии на каждого абонента. На экране можно настраивать, чтобы было отражение помимо времени, даты и так далее, еще, допустим, какую-то свою персональную информацию. Ну, в данном случае, вот вы видите, я сделал адрес своего сайта ruslegenier.live. Так, вот у нас получается рабочий экран, выглядит таким образом. Значит, давайте пройдемся по кнопочкам. Смотрите, при включении и при включенном рабочем экране, при нажатии вот этой функциональной кнопки клавиши у нас открываются следующие параметры. То есть можно посмотреть сообщения какие-то, в том числе SMS,
Вот, изменить, допустим, рабочий стол, экран, рабочий поиск произвести, потом рабочий скрин настройки, что там должно быть. Имеется в виду вот контакты, у меня тут настроена программа Zella и, допустим, диктофон. То есть это, грубо говоря, вот эти вот клавиши, которые на экране находятся вот здесь. Вот если я подниму вот этим вот джойстиком, нажму наверх, откроются у меня контакты, допустим, да. Вниз нажму, включится диктофон. И посередине, соответственно, включится программа Zella. По умолчанию здесь, насколько я помню, стоит вот как раз диктофон в центре, если у вас вы, грубо говоря, откроете телефон из коробки. Влево нажимаете, у вас можно подключение Wi-Fi, включение интернета мобильного, Bluetooth, фонарик, авиарежим и профили, то есть стандартные, рабочие там и так далее, совещания. Если включаем вправо, у вас будет дополнительный вот такой вот экранчик. Клавиша для возвращения назад, на шаг назад, вот это. Дальше смотрим, что у нас здесь есть. Это системные установки, настройки. В данном случае это включение-выключение Wi-Fi, подключение других девайсов при помощи Bluetooth или USB. Вот. Следующее, установленные приложения, информация по ним, батарея, информация по батарее. То есть тут можно более подробно посмотреть, то есть заряд батареи, на сколько дней хватит, сколько прошло с момента зарядки. Вот. Ну и, соответственно, на что шел расход батареи. Соответственно, яркость экрана, автоматическая, когда через сколько засыпает. Можно выбрать размер шрифта. Следующее это настройки звука. То есть, опять же, выбрать профиль здесь, громкость. Очень, кстати, громкий телефон, очень громкий. Будильник, рингтоны, включение или выключение вибросигнала, когда будет поступать звонок. Выбрать по умолчанию рингтон телефона. Вот. Опять же, рингтон звуковых сообщений. И, соответственно, другие настройки. Допустим, это при нажатии клавиш, чтобы работало, либо отключить. Вот он, Keypress Tonus и так далее. Здесь вы видите, в принципе, все понятно. Кто хоть чуть-чуть английский знает, но тут ничего сложного нет. Отображение, сколько свободной памяти. SD-карта у меня на 32 гигабайта стоит. И вот внутренняя память. Настраивайте защиту экрана, то есть можно настроить через PIN код. Вот, дополнительную информацию, то, что может выводиться на экран. И информация, которая может пригодиться в случае вашей, ну, чтобы вам помогли, да, то есть ваше фамилия, имя, отчество, там номер телефона, куда звонить, адрес электронной почты, адрес домашний, там если какие-то аллергии там и тому подобное. То есть можно вывести это тоже, соответственно, информация на экран. Это отображение пароля при вводе. Можно посмотреть, какие приложения имеют административные функции. Ну, установка сертификатов. Можно установить сертификаты с SD-картой. Ну, в общем, я этими делами не пользуюсь. Доверенные агенты. Но у меня нету, тут ничего не установлено. И приложения с допусками. Тоже никаких приложений тут дополнительных лишних нет. Значит, что еще? TalkBack Off. То есть это, ну, для людей, которые плохо слышат, плохо видят. И непосредственно система. Значит, здесь у нас настройки, что должно быть, как мы дублировали, да, то есть что должно быть на главном экране, то есть контакты,
приложение такое-то, и, соответственно, диктофон, программные ключи, то есть настройка вот этой кнопки, что она будет делать, если вы на нее нажмете. В данном случае у меня подключена интернет-рация Zello, и, соответственно, вот эта кнопка отвечает за прием передачи. Вот. Дальше выбор языка, то есть, как мы говорили, можно поставить английский, испанский и китайский. Все, больше других языков здесь нету. Настройка T9, настройка времени. Ну, я делаю это все с сети, беру часовой пояс и так далее. Кнопка сброса на заводские настройки. Вот, и есть, опять же, что это за телефон. Можно посмотреть его статус, батареи и так далее, SIM статус, e-mail номер, информация, модель и, соответственно, номер версии Android и обновление системы. То есть отключаем, мы можем при подключении к интернету, соответственно, сделать обновление прошивки. Вот вкратце и все. Значит, дальше у нас кнопка имеется здесь по центру. Это кнопка у нас выхода вот такое вот меню, где у нас установлен браузер, сообщения, контакты, набор телефона. Sony Scout — это такой помощник, через который вы будете общаться, допустим, со службой поддержки и так далее. То есть там достаточно широкий функционал под этим аппликатором. Значит, здесь у нас в отдельной папочке музыка, FM радио, загрузки, проводник, голосовые команды. То есть здесь можно сделать бэкап телефона настроек и всех данных на флеш-карту. Это сообщения, разговоры со службой поддержки. И я вот дополнительно установил единственное дополнительное приложение, которое называется Zello Рация. Тоже как мы ее установить, как сделать, я чуть позже покажу. Значит, имеется галерея, те же самые настройки, в которые мы уже разобрали. Камера, достаточно посредственная, работает. То есть можно устанавливать здесь при нажатии вот этой вот клавиши вот настройки следующего характера, что, допустим, включение-выключение вспышки у меня, вот, допустим, она выключена, таймер отключен, затем HDR, чтобы были фотоснимки, тоже отключено, смысла нет, экспозиция, баланс автоматический и выбор, допустим, фотографии, Super Fine, Fine, там, ну и так далее, размер фотографии, формат фотографии, то есть можно выбрать, допустим, JPEG или RAW. Ну, вот у меня в данном случае JPEG стоит. И место сохранения фотографии. В данном случае у меня стоит на SD-карту. Можно выбрать определение лица, да, и он будет автоматически фотографировать. И запись на экране фотографии, чтобы была запись GPS-координаты и времени. Вот, соответственно, время и GPS-координаты. Включение либо выключение звука, когда вы нажимаете кнопку фотографирования. Соответственно, сбрасываем настройки на заводские. Дальше, когда мы включаем, поднимаем наверх, нажимаем, у нас переключается в режим видео. В режиме видео мы тоже можем сделать настройки соответствующие. Максимальные настройки у нас на видео это 720p. Вот, видео. Вот здесь мы установка времени максимально сколько можно поставить для съемки видео. Но я ставлю безлимитно, да, то есть пока не нажму, что хватит. Опять же, качество видео ставим. Запись аудио при записи видео и опять же где сохраняется и частота кадров, нажатие съемки и соответственно вернуть на заводские настройки. Возвращаемся назад. Есть еще календарь стандартный и инструменты. В инструментах у нас соответственно установка времени, калькулятор и соответственно
диктофон. Больше ничего нет. Вот такой вот аппаратик. Значит, все в принципе работает достаточно хорошо. Никаких зависаний, ничего нету. То есть аппаратом я доволен. Когда закрываем аппарат, есть скрин. На этом экране отображается, когда входит входящий звонок, кто звонит. Вот, то есть есть эта вся информация. Не открывая крышки, можно посмотреть, кто вам названивает. Кроме того, там же в настройках имеется ответ открыванием крышки, либо открыванием крышки и нажатием на зеленую трубочку. То есть вот на эту кнопку. Поэтому там как бы это все у нас имеется. Хочу еще сказать, если вдруг будете писать смс-сообщения, там или, допустим, установите WhatsApp и будете писать, вот функционал, вот здесь вот имеется кнопка для того, чтобы переключать T9 в различные режимы. Вот новое сообщение. Нажимаем и вы увидите наверху вот здесь. Давайте я вам сейчас покажу. Не знаю, будет, наверное, видно или нет. Не уверен. Вот, маленькие буковки, да, английские, ABC. То есть для того, чтобы переключить, допустим, на большую первую заглавную букву, нажимаем один раз. У вас будет первая заглавная буква ABC, видите, А она у нас большая. Потом BC маленькие буквы, то есть потом идут обычные строчные буквы. Вот еще раз нажимаем, у вас получается все большие буквы. Еще раз нажимаем, получается цифры идут. И опять маленькие буквы. Наверху у вас мы можем отображать, видеть по строчке это заряд батареи, качество сигнала, показывать данные включения GPS. Вот, соответственно, как вы пишете, тут защита стоит скаута. Это программа, вот, которую мы смотрели ранее. Вот, и наличие флеш-карты. Соответственно, сотовый оператор. И вот здесь вот имеется эта программа Zello. Показывает, что в режиме ожидания. Программа Zello работает тоже, кстати, очень великолепно. Давайте я вот, подключусь к интернету при помощи, например, Wi-Fi. Так вот нажимаю. Wi-Fi включение. Включаем. Видите, интернет подключился очень быстро, и у меня сразу, видите, идет подключение к программе Zello. Work у меня стоит. Все, подключение произошло. То есть, если я нажму сейчас посередине, выберу вот эту программку. Вот у меня программа Zello включена, работает. То есть 5 человек в эфире из 28. Это программа установлена, канал для пожарной службы. То есть мы можем разговаривать. Вот кнопочка у меня настроена таким образом, что если я вот сюда сбоку нажимаю, у меня идет передача. То есть как радиостанция обычная. Тангента, грубо говоря, нажал, говорю. Вот. Можно точно так же будет работать. Я, допустим, могу убрать это, закрыть. То есть сейчас дождемся, потухнет экран. Вот, тоже он, кстати, настраивается по-разному, кому как надо. Можно побыстрее сделать, чтобы он потух, можно, чтобы он дольше работал. И при нажатии, видите, что очень полезно, просто несоизмеримо, что, во-первых, не тратится батарея на работу экрана, да, большого. То есть телефончик лежит в кармане. При необходимости выйти на Zello рацию, поговорить вам достаточно просто в канале нажать, соответственно, тангенту и поговорить. То есть ничего сложного нет в этом, вот самая прелесть. Давайте пройдем по автономности работы. Если отключен интернет, Wi-Fi и программы, которые для работы требуют интернета, то автономность для телефона, работающего на Android, просто дичайшая. Без подзарядки мне хватило работы по времени 3 суток с копеечками. При этом оставалось заряда батареи 22%, которых еще хватило бы почти на 21 час. Итого 4 суток на одной зарядке.
Но, к сожалению, автономность существенно меняется при подключении интернета, ну и других сервисов. В качестве теста я подключил максимальное количество сервисов, ну это GPS, Wi-Fi, радиостанцию Zella, кстати, вывел на постоянный режим. В таком виде мне хватило заряда батареи на 9 часов, там, ну, с копеечками, с остатком заряда к концу теста 15%. Это, конечно, лучше, чем автономность, там, например, айфонов, но, тем не менее, хочу предостеречь. Отправляясь в поездку либо путешествие, учитывайте этот фактор и отключайте, если не требуются лишние сервисы. Ну и возьмите в дорогу парочку аккумуляторов с собой в запас. Теперь, что касается установки сторонних приложений. Разберем, опять же, на примере Zella Rации. Как я уже говорил, просто так установку сторонних приложений на данный тип телефонов, скорее всего, не получится. Это связано с ограничением безопасности. Все устанавливаемые APK-файлы, потому что Google Play там нету и других магазинов тоже нет, они должны быть подписаны компанией Sony. На сайте, на официальном сайте Zella имеется такой файл, подписанный Sony. Я его скачал, но тем не менее установить его мне не удалось. На экране появилась вот такая вот ошибка. Но это меня не остановило. Я зарегистрировался на сайте Sony Cloud. Кстати, крайне рекомендую сделать это всем остальным владельцам официальных телефонов Sony. Очень многие вопросы отпадут сами собой. Через этот сайт, например, можно обновлять прошивки, осуществлять поиск утерянного телефона, устанавливать дополнительные программы, следить за актуальностью данных, делать бэкапы, настраивать профили. Ну, много-много-много чего еще можно сделать. Но и это, к сожалению, мне не помогло. Не смог я установить Zella Rацию. Дело в том, что прошивка у меня не соответствовала нужной для установки именно вот APK программы Zella. Хотя для самого девайса оно была последняя прошивка, я имею в виду. Я обратился в службу поддержки, и после объяснения ситуации они со своей стороны, имея мой email, прописали в программном обеспечении именно моего телефона нужную мне программу. После обновления Zella Rация появилась в установленных программах. Вот такими сложными манипуляциями, но мне все же удалось установить Zella Rацию на свой телефон, хотя APK-файл не предполагал установку для моей версии телефона. То есть все возможно с компанией Sony в данном случае. Теперь давайте вот проверим, у кого не устанавливалась, да, программа на такие вот девайсы. Я вот давайте вам даже, наверное, покажу систему, версию прошивки. Кто, допустим, может мне, допустим, сказать, что у него с такой версией прошивки, вот смотрите, модель XP, надеюсь, видно, XP 3800, PC 222.5, да, версия 8.1.0, версия безопасности. Ну, вот так я, давайте не буду это зачитывать, просто посмотрите на экран, да. Вот, номер от сборки 2101, последние цифры. Вот на такой сборке установка APK файлов Zella Rации, ну, говорят, что нельзя ее ставить. То есть ее либо саму прошивку надо обновлять, ну, принудительно устанавливать другую, вот, либо вот действовать так, как я говорил, через службу поддержки компании Sony. Они пропишут принудительно приложение Zella Rация в телефон. Допустим, даже если мы вот так вот посмотрим, так, установленный, вот он, Zella Rация у меня стоит. Я ее установил на главный экран, чтобы на центральную кнопку, если нажимаешь, сразу подключалась эта радиостанция. Вот она у меня есть, все работает, переключается. Вот, ну давайте проверим. Не буду я в канал говорить, пожарной части, да, поговорю непосредственно в личку с человеком отдельно, чтобы не забивать эфир. Кнопочка настроена тоже. Код 415. Код на связи.
Дима, как меня слышно? Все ли проходит хорошо? Четкость голоса там и тому подобное? Да, слышно тебя хорошо, все хорошо, понимаю, разбираю. Принято, спасибо. Ну, как видите, тоже работает, получается, и в сложном виде, и разложенном виде, да. Четкость хорошая, все исправно, все хорошо. Поэтому удалось мне победить вот эту вот проблемку, установить Zello на этот телефон. Ну, если вдруг кому-то что-то непонятно или хочет более подробно, пожалуйста, пишите в комментариях, пообсуждаем. Что знаю, чем могу, тем поделюсь. Все, на этом я завершаю нашу такую небольшую мини-экскурсию, обзор по телефону Sony. Надеюсь, она была для вас приятной. Спасибо за внимание. До новых встреч.